Но для меня это единственно возможный способ существования, который оправдывает вот эту мечту о созерцании, ну и вообще, как бы, в принципе, просто созерцание жизни и какие-то размышления на этот счет, в общем-то, безнаказанно и самодовольно можно предаваться этому. Но роль не знаю, скорее какую-то, как это сказать, не должность, а название. Ну, то есть просто я художник и делаю работы. Это скорее именно процесс разглядывания и фиксирования, но не поиски каких-то новых путей для человечества, а скорее такая как бы вот фиксация того, что происходит сейчас. Ну, просто течение времени, в общем, это одно и то же, мне кажется. Постепенно просто меняется стиль жизни людей, какие-то события текущие. В принципе, в основном что-то остается главное одно и то же, видимо. Но еще мне кажется важным то, что благодаря искусству вы все-таки можете определить, когда именно это было сделано, и поэтому для меня вот важно вот понимание современного как того, что это сделано именно сейчас, когда вы не можете перепутать, в каком веке сделана эта работа, и как-то можете датировать ее благодаря каким-то особенностям, которые возникли именно в это время, и, в общем, поэтому это и есть современное, мне кажется. Ну, в каждом веке свое. Периодически мне казалось, что нужно работать кем-то параллельно, например, фотографом в журналах или там работать в кино, в театре, и как бы искусство, ты не имеешь права вот только этим заниматься. Но в какой-то момент мне стало казаться, что это не ответвление, а что ты можешь это делать только как бы продолжая заниматься искусством. То есть, в принципе, это все как бы теперь как часть единого какого-то дела. Ты просто периодически меняешь инструменты и как бы область применения. Но, в общем, это не делится, например, на работу, где ты деньги зарабатываешь, и вот как бы искусство. Все-таки это как бы единая какая-то такая зона. Да, на меня влияло очень много всего, а может быть, очень мало, не знаю. Но вот, во-первых, на меня повлиял мой папа, который был ядерным физиком, но примерно когда я родилась, то есть в 1977 году, он вдруг перестал заниматься наукой и решил быть художником. И стал писать, ну, как бы сначала копировать Модельяне, Рокуэлла Кента, и как бы вот все то, что в тот момент, мне кажется, казалось таким важным и стоящим. Вот. Но потом его не стало, когда мне было 7 лет, и дальше на меня вдруг стали влиять журналы, которые он выписывал, а именно журнал «Америка», «Англия» и какие-то еще, где, в общем-то, публиковалось очень много красивых картинок про архитектуру и искусство, которые вот именно там как бы самые странные были в этом журнале «Америка». Я прям помню до сих пор, если я нахожу где-то эти журналы, я прям вдруг понимаю, что я все эти картинки с детства помню. Вот. Ну, а дальше уже как-то все постепенно влияло. И до сих пор что все влияет вокруг. В принципе, меня захватывает как раз-таки поверхность, внутри которой, как бы, по которой мы перемещаемся, город. В основном меня захватывают пейзажи. Вот. Пейзажи, которые я безостановочно фиксирую на телефон, фотографирую, и ну, как бы некие сочетания, соединения, созданные кем-то, природой и человеком, как бы вместе, и как бы то, ну, как бы такая вот реальность, в которой я сейчас очутилась. Но мне почему-то кажется, что она совершенно отделенная в каком-то смысле, но, возможно, это потому, что я ну, не готова обозревать и недостаточно хорошо вот прям в подробностях знаю все, что происходит в данный момент. То есть мне кажется, что, ну и в каком-то смысле мне даже это и интересно, но как бы такая вот
местная специфика, которая как бы внутри себя происходит. С другой стороны, конечно, все-таки взаимосвязи благодаря людям, как бы конкретным личностям очень важны. То есть мне кажется, что есть очень много одаренных людей, которые одарены коммуникативными такими данными. Они в состоянии как бы прокладывать такие тропы, открывать какие-то калитки, садиться на поезда, куда-то вдруг приезжать и там распространять свои харизматичные какие-то дарить что-то миру, и будучи как бы русскими художниками, мне кажется, что именно вот такая связь с миром, она самая интересная, ее как бы нельзя не считать, как бы не замечать, что она есть, и как бы говорить, что нет никакой взаимосвязи. Это я. Вот. То, что на обложке журнала, это, собственно, моя дача в таком вечернем свете, когда ты сидишь на террасе, и свет постепенно гаснет вокруг дневной, а внутри уже зажигается электрический, и вы видите вот этот такой очень тонкий и самый приятный и неуловимый момент, когда как бы свет, с одной стороны, уже довольно яркий, такой оранжевый, электрический, внутри уже становится заметным, вот, а снаружи все погружается в такую как бы голубизну. И мне кажется, что это как бы вот все такие моменты счастливые, они всегда совершенно неуловимые, которые касаются дачи, лета, там каких-то семейных вечеров, и как бы то, что всегда запоминается, или то, что вспоминается, когда ты думаешь, ой, как хочется на дачу поехать, ну как бы какие-то такие неуловимые моменты счастливые. Ну, я думаю, что тоже, что и всегда для всех обозначает, но в контексте нашего разговора, дискуссии, вообще как бы ситуации как раз про связанные с искусством, мне кажется, что это интересное как бы чувство родства, которое связывает вас с такой профессиональной средой, в том числе, мне кажется, это как бы такое вот чувство спокойствия и какой-то уверенности, когда вы знаете людей из мира искусства, и вы понимаете, что хотя бы что-то как бы необсуждаемо, потому что оно и так ясно, и это как бы упрощает коммуникацию. То есть, когда вы общаетесь просто с людьми внешними, других профессий, вы понимаете, что настолько много непонятного и того, что, возможно, вы думаете совершенно другое о тех же самых словах и вещах, здесь, по крайней мере, огромная часть уже проговорена и понятна заранее. От этого как бы вот это чувство некоторого успокоения, которое, в общем-то, дает семья, вот как бы связанная с миром художников и искусства. Надо сказать, что, безусловно, влияло с самого начала и влияет до сих пор в смысле появления каких-то новых поколений и родственников и так далее. И, безусловно, вначале ну, как-то увлекает в какие-то периоды история твоих родственников и семьи, и того, что было раньше с твоими близкими. Так самое интересное, мне кажется, это и влияние детей, потому что, ну, как бы вот моя дочка, которая сейчас 12 лет, она в процессе взросления какие-то совершенно разнообразные вещи делала, и касающиеся искусства, я имею в виду руками, рисование или какие-то там речи, которые вас тоже совершенно поражают тем, что этого никогда не было, и вдруг оно есть. И как бы тем, что это человек, который совершенно отдельный от тебя и никакого отношения, кажется, к тебе не имеющий, хотя вроде бы имеет самое прямое, но вы как бы не можете ожидать, что он будет делать так или думать так, а это как бы абсолютно ну, независимый организм с независимыми какими-то мыслями. И они как бы, в общем-то, тоже влияют очень сильно. Ну, как бы то, что ты вдруг как бы осознаешь, что на самом деле все может быть иначе. Но я имею в виду возможность принятия того, что люди действительно разные как бы изначально. И ты должен как-то это учитывать. Мне кажется, что это как бы такое ну, окрыляющее чувство в смысле свободы, что вы как бы с одной стороны отделены от всего мира, с другой стороны как бы есть те, кто вас понимают, и вы можете как бы быть открыты и
что-то выдумывать. Но для меня это вот не так просто, потому что, ну, как бы я все время... Мне хочется работать как бы в каких-то группах, но это скорее происходит как в таком профессиональном смысле, как, например, в кино, театре там, или в архитектуре, когда люди объединяются в такие, как сказать, ну, как бы производственные объединения, когда у вас есть там люди, которые занимаются там архитектурой или технической частью, вы как-то можете вместе функционировать. Когда вы работаете как художники, у меня вот несколько было только таких историй в жизни, в принципе, захватывающих, интересных, но это не всегда возможно. Скорее, конечно, проще и увлекательнее работать одному как художнику. Искусство современное, оно переполнено всякими зашифрованными символами, и как бы нужно обладать каким-то определенным словарем для понимания каких-то работ, но это не должно как бы отпугивать, а должно заинтересовывать. То есть не то чтобы должно, но может. Поэтому мне кажется, что это скорее вопрос к зрителю. Если он испытывает какой-то интерес, любопытство, и есть что-то, что его заинтересовало, и он хочет разобраться именно в этом, то можно начать разбираться и погружаться. То есть без этого как бы на самом деле сложно. Если же вас ничего не интересует, то, конечно, лучше проходить мимо и не ввязываться в это. Но мне кажется, что стоит быть в каком-то смысле как бы некой эмпатией, попытаться научиться с эмпатией относиться к произведениям других людей, так же, как в других областях. Например, вы не разбираетесь, возможно, в высшей математике или химии, и это не значит, что вы можете судить о каких-то там работах, которые в научно-популярной литературе опубликованы, и как бы, мне кажется, большинству людей не приходит даже в голову, что они разбираются в этом и могут как-то, ну, высокомерно высказываться. Безусловно, искусство провоцирует именно людей на такое отношение, потому что каждый считает, что он специалист и может ну, довольно агрессивно или пренебрежительно отзываться. Мне, конечно, ну, неприятно бывает такое отношение людей, потому что кажется, что следует уважать чужую жизнь. Потому что если кто-то на это тратит свою жизнь, явно, что художники проводят так, они просто так живут, то мне кажется, что следует отнестись с уважением или пройти мимо, или разобраться. Но не стоит осуждать. Кроме того, что вам, например, что-то приглянулось и нравится, мне кажется, что это занятие, связанное с вашей жизнью, с временем-препровождения, с тем, как вы вообще проводите будни, свой досуг и так далее. На самом деле это увлекательнейший процесс, который расширяет, ну, как бы, чувство жизни, потому что таким образом вы знакомитесь с целым пластом как бы знаний и живых людей, потому что современное искусство в основном все-таки это живущие художники, с которыми вы можете поговорить, пообщаться, познакомиться или прочитать их интервью, ну или вообще как бы философию, в связи с чем все это возникает. И мне кажется, что это просто обогащение не только в виде как бы материального обогащения, это как бы обогащает, наполняет как бы чем-то ценным вашу повседневность, ну как бы будни. Многие люди же задумываются, зачем вообще они живут и так далее. Это все так тяжело, бывает какие-то грустные вопросы и некое погружение в миры других людей, ну, как бы понимание, что все зациклено не только на тебе, и что это как бы вот у тебя какая-то тяжелая жизнь, не то, что там у других, и как все плохо, ну, как бы такое происходит часто, потому что ты начинаешь только как бы о себе думать. Если же ты увлекаешься искусством, то ты видишь, ну, как бы целые планеты, миры, вселенные, как бы других каких-то людей, и понимаешь, что ты тут не один, как бы пуп земли.